Всем привет! Вот такой вот красивый, замечательный узор я нашла, просто влюбилась в него. Очень мне понравилось готовое изделие, как он смотрится. Также можно связать что-нибудь вот таким ажурными квадратами этими, себе какое-нибудь теплое изделие на зиму, тоже будет очень хорошо смотреться. Раппорт данного узора составляет всего лишь 14 петель в ширину. Возьмем вот здесь, это вот он идет, да? Вот здесь где-то и 16 рядов в высоту. Это вот такой вот здесь квадратик. Но в принципе здесь можно сдвинуть немножечко. Уже когда вы нарисуете схему себе, выпишите отдельно, вы можете играть с этой схемой плюс-минус. Также чем хороша эта схема? Видите, да, какие здесь такие вот квадраты получаются большие. Вы можете играть с ними. То есть вы можете сделать их еще больше, да, нарисовать там по схемке, ничего сложного. Либо наоборот уменьшить их, сделать поменьше, так как вам нравится. Связать пару образцов и уже выбрать. Вот. Вот так. Мне очень понравилось. Вот еще изнаночная сторона. Тоже очень красиво смотрится. Можно, в принципе, знаете, как даже сделать... Почему я так не сделала? Связать вот здесь квадрат лицевая, квадрат изнаночная, квадрат лицевая, квадрат изнаночная. Вот таким образом еще поиграть, и тогда будет вообще двухстороннее изделие. И очень красиво будет смотреться. Вот. Так что очень много вариантов вот с таким вот узором можно придумать. Очень много. И запоминается он быстро. Ну, как бы один раз вы свяжете, ну, один раппорт, да, и уже все запомните. По схемке ничего сложного нет. Так что давайте начнем. Свяжем с вами образец. Вот здесь у меня набрано 16 петелек, 14 петель моего раппорта и 2 кромочные петли. И давайте начнем вязать с первого нашего ряда. Первый ряд, кромочную петельку я снимаю. Дальше у меня идет 6 петелек лицевых. У меня здесь должно идти. Я не провязала установочный ряд с одной стороны, ничего страшного получается. Буду сейчас вязать сразу первый ряд узора. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязали 6 лицевых. Дальше 2 петли мы вяжем за заднюю стенку вместе лицевой, делая таким образом убавку с наклоном влево. Дальше делаем накид и опять 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И кромочная, изнаночная. Все. Все стандартно. Изнаночная сторона у нас, изнаночные петли мы вяжем все по узору, по рисунку, как они идут. Здесь у меня они просто идут все, ну, в данном узоре они все будут изнаночными. Ничего сложного нет. С изнаночной стороны все петли вяжем изнаночными. Все. Очень просто. Больше мы к изнаночной стороне не будем возвращаться. Я вам сейчас покажу только лицевые ряды и все. Значит, провязали мы второй ряд. Сейчас вяжем третий ряд узора. Опять здесь уже у нас будет 7 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали 7 лицевых. Сейчас делаем накид. 2 петли мы разворачиваем, так как нам нужно их провязать вместе и сделать убавку с наклоном уже вправо. Провязываем вместе, делаем таким образом убавку. И остается у нас 5 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И кромочная, изнаночная. Изнаночные ряды вяжете самостоятельно. Я буду показывать вам только лицевые. Пятый ряд узора. Он точно такой, как и первый. Мы вяжем
сначала 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 петли вместе провязываем за заднюю стенку лицевой с наклоном влево, делаем накид и опять 6 лицевых провязываем до конца ряда. Это у нас 5-й ряд. И кромочная, изнаночная. Провязали. 6-й ряд с изнаночной стороны провязывайте. И сейчас 7-й ряд. Это у нас уже будут вот эти вот такие вот полосочки наши, которые выделяют наш квадрат. Вот они вот здесь идут. Вот эти первые. То есть 7-й ряд очень простой. Вообще ничего сложного. Здесь все очень просто. Кромочную снимаю. Сразу делаем накид. 2 лицевые, ну точнее 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево. Все. И таким образом мы вяжем этот весь ряд до конца. Опять накид, 2 вместе с наклоном влево. Накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе и кромочная, изнаночная. Все. Ничего сложного. 8-й ряд с изнаночной стороны, изнаночные петли. Так, провязали 8-й ряд и 9-й ряд узора. Это у нас вот этот вот ряд, второй, где у нас идут вот такие вот отверстия, да, дырочки. Что хочу сказать вам про 9-й ряд. Смотрите, он начинается у нас с... Давайте начнем его, да. Значит, кромочную я снимаю. Первая петля идет лицевая. А дальше все то же самое, как и в 7-м ряду было. Накид, 2 петли вместе, накид, 2 петли вместе, накид, 2 петли вместе, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе. Так. И заканчивается он лицевой петлей. Так. Но заканчивается он лицевой петлей только вот здесь, в самом конце. Не здесь вот, когда вы вяжете, когда у вас идет, ну, как сказать, раппорт за раппортом. То есть не вот здесь, когда вы закончили один раппорт, вы начинаете потом лицевую, опять заканчиваете лицевой. Нет, здесь вы вяжете непрерывно до конца ряда. То есть у вас лицевые вот эти петли, они только в начале и в конце ряда. Они посередине вот здесь нигде не встречаются. Ну, по крайней мере, я так вязала. Вот, у меня вот так получилось. У меня не было вот этих вот лицевых петель. Ну, я не делала их. Не знаю, может быть, я сделала это неправильно. Ну, я так посчитала нужным, что когда я вяжу 9-й ряд, у меня лицевая только в начале и в конце. Может быть, вы попробуйте провяжите образец, когда вот полностью будет в конце каждого раппорта лицевая, в начале и в конце. Посмотрите, может быть, вам так понравится. Но я вязала только вот, когда у меня начинается только ряд, и потом, когда уже заканчивается. И все. А так я вязала накид, убавка, накид, убавка. Вот таким образом. Вот такой нюанс. Так, сейчас у нас идет 10-й ряд с изнаночной стороны. Вяжем изнаночными петлями. Дальше 11-й ряд. Мы вяжем его точно так, как мы вязали наш 3-й ряд. То есть кромочную я снимаю. 7 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше накид. Петельки поворачиваю их в другую сторону, чтобы сделать убавку с наклоном вправо. Провязываю их вместе и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 11 ряд и кромочная, изнаночная.
13 ряд. Вяжем его точно так, как мы вязали наш первый и 5 ряд. То есть 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сразу делаем убавку, 2 петельки провязываем вместе, лицевой, делаем накид и 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И кромочная, изнаночная. Вот уже у нас что прорисовывается здесь. И осталось провязать нам еще 3 ряда. 2 изнаночных, 14 вот сейчас изнаночный и 15 по узору и 16 с изнаночной стороны. 15 ряд. Он точно такой, как 3 и 11. Кромочную снимаем, 7 петель лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, 2 петли мы разворачиваем и провязываем их вместе лицевой. И остается 5 лицевых. 4 и 5. И последний 16 ряд нашего раппорта. И это мы его провязываем с изнаночной стороны. И все, в принципе. И дальше начинаем уже вязать все с первого ряда, как мы и вязали. Повторяем все то же самое. Так что, как видите, ничего сложного нет в данном узоре. Здесь, по сути, нужно вот что? Ну, запомнить, сколько у нас здесь получается петель. И все. Ну, не петель, то есть петель, говорю, рядов. У нас здесь посередине, сколько это будет? 12 рядов. Вот здесь, вот в этом квадратике. И все. И можно вязать уже без схемки дальше.